Господа, обстановочка накаляется, а Тинькофф Банк по-прежнему работает как часики. И если вы прямо сейчас оформите дебетовку Тинькофф Black, то получите кучу бонусов. Например, 5% годовых на остаток по счету, которые начисляются каждый месяц. 1% кэшбэка с покупок вообще любых. 5% кэшбэка на выбранные вами категории и до 30% кэшбэка у кучи партнеров банка, среди которых магазины электроники, сервисы и куча всего другого. При этом сам кэшбэк вам начисляется не баллами, не какими-то там очками или деревянными, а самыми что ни на есть настоящими рублями, которые можно даже снять в банкомате. При этом снимать деньги в банкоматах можно любых, в любой стране и любых банков без комиссии в рамках лимита. Переводить деньги можно также на любой счет любого банка, неважно как он называется. Больше не нужно узнавать реквизиты карты и номер карточки Ространссельхоз Национального единого банка. Просто узнаете номер телефона и кидаете деньги. Оформляйте дебетовку Тинькофф Black именно сейчас по моим ссылочкам в описании и получайте 15% кэшбэк в онлайн-кинотеатрах и на видеоигры, 10% кэшбэк на вызов врача на дом и телемедицину, и 5% кэшбэк на доставку еды, товаров для дома и животных. Ссылочки будут в описании, и банк всегда придет вам на помощь в трудную минуту. Тинькофф Black. Здравствуйте, господа! У нас с вами вторая и заключительная серия проекта с опельным уполномоченным. Вот так уж мы решили, без этого рассусоливания. И как вы видите, у нас все разобрано. Дело в том, что пацаны сказали, что проблему с колесом мы тебе решим. Но чтобы ее решить, надо Opel разобрать и собрать заново. Вроде ровно как я хотел. Итак, наше старое рулевое управление. В чем был его косяк и почему у нас колесо вот так качалось? На самом деле они ни за что не цеплялось и ни за что не чиркало. Рулевая машинка и непосредственно сам рулевой механизм. Так вот, на максимальном вывороте что получалось? Грубо говоря, что у нас рулевая тяга дальше со всем рулевым вставала впрямую. Таким образом, колесо не могло держаться, потому что в этой точке неизбежно все равно возникал люфт. И вот именно из-за этого момента колесо, по сути, и долбилось. И в случае с рулевой машинкой невозможно эту ситуацию как-то исправить по-другому, потому что если у вас во всем этом возникает прямая, как вы видите, куча шарнирных элементов, шаровых соединений, они все начинают люфтить. И никуда этой тяги, собственно, по-другому не деться. Выворот-то уже очень большой. Решение одно – переходить на рулевую рейку. Дальше возникает логичный вопрос, куда ставить это рулевое. Пацаны вроде как уже все вымерили, даже мотор снимали, ставили обратно, я еще не в курсе. Но мне видится ситуация, что рейка здесь, кроме как вот эта часть назад, никуда не влезет. Потому что у нас за рейкой начинается сначала балочка, потом минимальное расстояние до поддона, потом поддон. Итого рейка встает или сюда, к стабилизатору поперечной устойчивости, который у нас вылетает, то тогда как это получается? Вот здесь рейка, вот здесь колесо, это что у нас? Вот такая сошка, и у нас все равно не будет выворота. Или, конечно же, она встает сюда назад, очень аккуратненько, тяги получатся к короткой сошке, прилетают. Все вроде как у нас получается с этим нарядно. Еще даже не знаю, чего парни найдут рейку. Я думаю, что мы пойдем по такому же хардкору, какая-нибудь там BMW-шная, ниссановская. В общем, что здесь найдем на заднем дворе, то сюда, собственно, и поставим. К рейке же нужно будет другой насос, потому что старый у нас загудел, завыл. Вроде как к этому все и шло изначально. И все. Но ходят слухи про какие-то рычаги. То есть, если они будут делать другие рычаги, возможно, здесь будет вообще расколбас. Я как бы ничего это, честно говоря, не просил, но пацаны говорят, а ты не против? Я такой думаю, ну, наверное, если пацаны так спрашивают, видимо, с этими рычагами что-то не так. Я в дрифте не бум-бум, поэтому не понимаю, что с ними не так. Но если здесь будут другие рычаги, ок, видимо, да. Ну и все, за дело. А болт, господа, доллар по 80 и нефть по 25, поэтому никаких заставочек и технических подробностей в этот раз не будет. Все пошло не по плану, все работы АСТ-сервис в этот раз производились в хаотичном режиме, потому что спортсмены готовятся к сезону. У ребят из АСТ там был такой завал, естественно, весь свап и все, что было до этого, было сделано за 10 дней, а вот эти пару мелочей, там типа рычаги и рулевой, оно было сделано за 20 дней, ну потому что мы уже встали в общую очередь и, наверное, не нужно было делать нам больше поблажек. В общем, так или иначе, Омега готова. Мы ничего не снимали, но если вкратце, у нас теперь кастомные рычаги, у нас теперь вместо рулевой машинки рулевая рейка, и у нас теперь есть выворот. Смотри, секундочку. Мы сейчас можем ее даже немножечко, наверное, завести, если Джей не отрыгнет. Вот. Джей молодец, надежность японская, и мы можем делать winch, 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 winch.
Выворота конкретно много. Ну, я знаю, что это не как в JPEG с там паблика ВКонтакте, где колесо по 90 градусов встает. Но, ребята, это прямо выворот. Это прямо выворот его дышиша. Ручник у нас по-прежнему не работает. Ну, вернее, он работает, но он не блокирует колеса. Если бы я умел им пользоваться, наверное, бы это имело значение. Все. То есть, получается, машина по технической части готова. Вопрос в другом. Поможет ли мне это как-то сегодня? Осталось здесь, сейчас на культуре заноса, это все установить. А потом, самое главное, что я думаю, надо еще взять и сравнить Омегу с нормальной уже построенной машиной из той же школы дрифта культура заноса. Потому что здесь мы, по крайней мере, поймем, что же я построил. Ведь если я не умею дрифтить, мне что не построй, все огонь. Все дрифтит и все едет боком. Поэтому сейчас мы потестим Омегу, посмотрим, она вообще едет или нет, поворачивает ли она сейчас, что ей надо или нет. А потом возьмем нормальную тачку и сравним. И выяснится, что... Поздравляем, можно это все выкинуть. Нам даже повезло, сейчас трассу заливает, и мы поедем по мокрому. То есть сегодня выживет точно Джей. И выживет резина. Если не кашлянуть, не будет никто смотреть видос. Потому что все, понимаешь, никто не ждет, что она поедет. Все ждут, что я сдохну. А тем не менее. А мы все держимся. Дал-дал, ушел. Такая ситуация. Мне вообще ничего не сделать. Выворот есть, все есть, ничего не сделать. Обоссаться. Короче, там на круге держака гора. С круга выскакиваешь, держака резко не стало, едешь в режиме овоща. Огонь. Илья сказал, что это нормально, когда люди чувствуют мощности, у них появляются возможности под то, чтобы машина ехала. Они часто начинают ехать на весь газ на держаке, это типа нормально. Потом с держака вываливаются снова на или зимний дрифт, или мокрое и сливает. К вашим услугам. Блин, ну это на самом деле еще то дрючево, когда ты едешь пол конфига в сухую, пол конфига в мокрую. Ты одновременно и летний, и зимний. И кто ты такой вообще нахрен, если ты едешь этот конфиг? Ты точно не я. Погнали. Короче, смех смехом, а резина у нас остается на 2-3 круга. Причем резина левой трется капец насколько больше, чем правой. Потому что, видимо, вот та левая дуга посуху в начале, она уничтожает именно эту сторону. В общем, пока она еще есть, надо попробовать дать Ильюхе сесть прокатиться, чтобы знающий человек сказал, что это вообще из себя машина представляет. А потом я сяду в нормальную подготовленную и посмотрим, изменится ли что-то вообще внешне от того, что я сижу в нормальной тачке.
То есть это не хлам. Едем. О, все, готово колесо. Она, видишь, она валится, она такая вальяжная, но она очень понятная. Вот, собственно, что я и хотел. То есть, как новичку важно, что было понятно, что она делает, да? Единственное, что нужна сидуха, потому что половина своей энергии я тратил на то, чтобы держаться, а не рулить. А руль нужен? Вот, короче, вот это место неудобно. Так. Ты его пытаешься схватить, а ты его типа обнял вот так, знаешь, Так. это типа. А подвеска? схватил. Ну, пожестче. Пожестче Опять надо. же, не И знаю, перед, и зад или что? Да, я просто не знаю, какие цели у этой машины. Никаких. Ну, грубо говоря, так, комфортно, не напрягаясь где-нибудь, типа, дрифтить. Да, и чтобы при этом я спокойно доехал до дачи. Ну вот. Тогда чуть-чуть жестче. Чуть-чуть Ну, жестче. если дача здесь остается. Да. А мы же сами что, в области с области. А есть возможность нам попробовать на чем-то из вашего прокатить? Да, есть. Сейчас только надо дождаться, когда они Мы не освободят. спешим, да, окей. Спасибо. А, и, кстати, в нем же стоят мозги, которые вы отдали нам на время. Если бы не культура заноса, нас бы не существовало. Спасибо. Ссылочки будут здесь, в описании. В целом так более-менее понятно даже. Это жестко было. Ну, в смысле? Это... Не, вообще хорошо. Жестко это хорошо, значит. Так, передача. Блин, я бы сказал, что на ней сильно проще, чем на Омеге. А со стороны было типа, у меня что-то получается, да или нет? Ну, то есть, как бы, видишь, нету инерции. Ты сцепа выжила, она такая перестала заноситься. Сцепа отпустил, стал. То есть, она как бы тебя слушается прям в онлайне. Вот прикольно. Конечно, очень прикольно. И то, что я сразу снес свои бамперы, потом мимо него проехал, сносишь бамперы и прочее, очень пугает Ильюха на синей бэхе. Такой в ухо тебе, та-та-та-та-та-та, такой, боже мой, надо ехать дальше. Но это круто. И это сильно отличается от Омеги, конечно. Так, теперь, поскольку нам дали несколько машин, нам сказали, можно попробовать еще одну, которая будет по повадкам от этой отличаться. Я не знаю, как я это пойму, но, наверное, пойму. Так, это у нас Е30 на Turbo J. На Вивитянином, первым. Да. Сток. Не бустап там, не валы. Не, стоп. То есть там 300 сил примерно. Ну, если остались еще, да. Ну, я понял. Соответственно, сзади у нас вес, сзади заварка или типа того. This
это космос тачка какая-то. Она вообще сама едет. Ты просто более-менее рулишь, куда тебе надо. Она все выправляет. Офигенно срывается, когда надо. Единственное, я немножко не понял, что в какие-то моменты она такая сама начинает чуть прямо ехать. Но это же я, поэтому я и не понял. А так, просто обалдеть. Если бы я на нее сразу сел, я подумал, что я какой-то, наверное, про-дрифтер. Ну, вы сами видели, да? Просто сел, дал, все, быстро сделал, что тебе надо. Спокойно, конфиг, дальше следующий. Изи. В итоге, злючая BMW, на которой мне сказали, что надо будет бороться. Они сказали даже, вернее, не так. Они сказали, будет война. Но я не могу застегнуть ремень, значит, уже война началась. О, оно сразу под меня уже настроено. Фига тут тесновато. Все, отлично. Да, чувствуется. Стало мало конфига, и я стал просто исполнять между шашками, только чтобы дальше идти боком, снова дальше, снова на конфиг, только дай еще, дай. Прям эта тачка, она это все вот съедает просто, и ничего не нужно, ты просто хочешь сюда. Я уже стал такой, так, теперь между этими шашками, так, теперь между этими шашками. На ходу такой придумаешь себе новый конфиг и просто едешь. Песос. Вот эта техника просто 750 сил. Но вот так, чтобы, да, человек не умея, согласитесь, пацаны, вот так, типа, сразу после конфига еще давай дальше, дай мне еще, дай еще. Я впервые здесь стал такой, типа, ну ладно, здесь я шире возьму, здесь я уже, я стал понимать, куда я хочу ехать, шире или уже. Что? Это бывает? Блин, культура заноса, конечно, топовое место. Взял, приехал, попробовал разные тачки, все для себя понял. Теперь знаешь, куда двигаться. Это просто огонь. Но я считаю, что в парном я победил. По-честному. По-честному. Он испугался и уехал. Вот значит, я победил. Я слышал, что именно этим заезды заканчиваются. Но если честно, я просто не знаю, что делать в парном дрифте, поэтому я выжимал сцепление, когда близко к нему подъезжал, и меня почему-то распрямляло. Кто бы мог подумать? Я пытался дергать ручником, но им я дергал впервые в жизни. Поэтому также, соответственно, не знал, что должно при этом произойти. Ок, мы все поняли, все огонь. Итак, господа, я извиняюсь, от ветра прикрываю просто микрофон. Мы затестили все возможные, по крайней мере, в наличии в культуре заноса тачки. Их было аж 4. Есть Toyota моторы, есть BMW моторы, снова Toyota моторы, вставленные в BMW на разных коробках передач. В итоге для меня более всего удивительно было то, что корчи феерически разные. Есть корчи, которые помогают рулить, есть корчи, которые сопротивляются рулению, типа как красный, вот этот вот тоже. Это вообще зло на 750 лошадей, который
по возможностям, естественно, превосходит меня, и я думаю, многих пилотов вообще здесь на культуре заноса. Есть Е30, шикарнейший, вот это просто, это мой любимчик, просто он делает все за вас. Вы садитесь, вы ничего не умеете, и вы даже можете, в принципе, в рамках этой машины уже сами думать, куда я сейчас хочу взять, шире, уже, туда, сюда, в принципе, просто рулем указываете направление, она делает все за вас. Есть Opel Omega B на Turbo J, который мы построили, и которая, надо сказать, по словам, ну, по крайней мере, Ильи, очень даже неплоха. То есть, в принципе, она понятная, делает то, что вроде как от нее требуется, вам особо не сопротивляется, и если ее еще допилить, то, в принципе, может быть очень даже и ничего. Естественно, она никогда не достигнет высот корчей, потому что она очень тяжелая, в ней огромное количество инерции. То есть, если вы сцепление выжили сейчас, последствия от этого наступают спустя время. Это неудобно. Удобно, когда вот здесь цепу выжил, и она прямо в доли секунды сразу слушается вас. То есть прямо вот траектория корректируется on time, грубо говоря, по вашему требованию. Омега все делает как-то немножечко на свое усмотрение. Впрочем, Омега из всего этого самое стоковое. Если вот сейчас все это вывалить на дорогу, я единственный, кто проедет посты. И в этом ее преимущество. И в этом она дейли, она мягкая, она практически на гражданской подвеске. Она на велюре, без ковша, на ней можно прямо спокойно кипит спирт практически осуществлять. Чего мы, конечно, делать по понятным соображениям не будем. Но самое главное, что мы выяснили в этой серии, что Омега жизнеспособна, и все, что мы строили, ну, не мы, конечно, а СТ-сервис построил он это в целом правильно. То есть никаких хронических косяков нет, и по технике эта машина закончена. Далее нам что остается? Просто сделать ей внешку, поскольку делать внешку без понимания того, что у нас нормальное железо, не было никакого смысла. Все-таки сделать, чтобы нормально работал гидроручник, поставить назад подходящую для дрифта резину, и все. Машина готова. В следующей серии я на ней должен уверенно ехать конфиг или лох. А? И хотя финал всем понятен, что будет в конце концов, но тем не менее, а вдруг я все-таки проеду конфиг. Спасибо вам огромное, что смотрели это видео. До встречи в следующих сериях. Огромной всем удачи и пока.